С чем у вас ассоциируется Майнкрафт? С кубами? Деревьями? Ностальгией? Может быть, даже с овцами? А как насчет ядерной физики? Все, давай, включай. Да-да-да. Бля, она поднимается вверх! Она поднимается! Радиация в норме, все хорошо, радиация есть. Она сейчас сожрет его. Ты нас без дома оставил? Я немного с расчетами ошибся. Вот эта идея была ставить ядерку под свою хату, ну ты аутист. Где она, подожди? Я дома не вижу, где он? Ебануло знатно, что сказать. А где дом? На этом моменте у любого здравомыслящего человека возникнет вопрос. А зачем мне дрочить ядерную физику и взрывать ядерные бомбы в Майнкрафте? Потому что твоя мать жирная, она так много ест, что денег на видеокарту нет, Максим. На самом деле, ответ лежит в моде под названием Escape and Run Parasites. Это такой мод, который добавляет в игру максимально страшных ублюдских тварей, которые мощно вдохновлены фильмом «Нечто» и немалым запасом напаса. Помимо пиздец страшного внешнего вида существ из этого мода, стоит отметить их не менее ёбнутый баланс, который был явно сделан идейным садистом. Нет, Максим! 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 Макс! Блядь! Блядь! Огонь! Огонь! Ты про что? Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Open the door! Аллаху Акбар! Блядь, давай, сука! Давай, лети, блядь! Гони, газу! Так, а третья турель, она фронтальная. Блядь, он у меня, Максим, он у меня! Я не могу, чувак, если... Вот он, Максим, сука, он внизу! Это что было? Блять, туги! Ливай. Охереть, там внизу моя, охереть. Ой, что меня бьет? Меня что-то очень больно ударило. Походу невидимая тварь здесь. Что меня убило? Богл. Собственно, именно для противостояния паразитам нам и понадобится ядерное вооружение из HBM Nuclear Tech. Ведь это один из немногих техномодов, который способен предоставить действительно впечатляющий арсенал для борьбы с ненасытными ксеносами. И помимо больших пушек, этот мод способен предложить действительно интересный челлендж. Ведь если вы начнете пытаться разобраться в этом моде, вас ждет действительно незабываемый опыт. И помимо сложности изучения самого мода, вы точно не останетесь равнодушны к таким его нововведениям, как, например, взрывоопасный газ в пещерах. Но даже при всей своей имбовости HBM не способен до конца спасти от этих тварей, а лишь дать хотя бы надежду на отпор.
От этих тварей не спасает практически ничего, потому что разработчик мода наделил их способностью адаптироваться к получаемому урону и кучей других финтов, которые делают и без того почти бессмертных ублюдков еще более могущественными. Как же ему насрать, слушай. Все, он уже адаптировался. А точно, лава, ведро с лавой. У нас же была лава. Единственное, что остается делать, это бежать и прятаться. Существует всего 3 основных способа спрятаться от паразитов. Первый – это зарыться под землю, второй – это жить в небе, и третий – это съебаться жить в другое измерение. Разберем по порядку. Первый и самый худший, на мой взгляд, вариант – это жизнь под землей. Этот вариант может быть хорош на начальных стадиях игры, ведь у вас будет быстрый доступ к шахте и ложное чувство безопасности. Но когда паразиты эволюционируют на следующие фазы, вас может ожидать неприятный сюрприз, а именно умение паразитов со следующих фаз взломать блоки. Правда, вы можете обойти стороной эту проблему при помощи внесения в конфиг мода ряда блоков, которые паразиты не будут в силах сломать. Но это не самое эффективное решение проблемы, ведь паразиты это не самый стабильный в техническом плане мод, и иногда паразиты могут ломать даже те блоки, которые внесены в гриф Blacklist. Поэтому если вы уже решили играть с блоками, которые паразиты не смогут сломать, хотя на мой взгляд это делает игру не такой интересной, тогда я вам советую мод Security Craft. Он добавит в игру кучу интересных оборонных штучек, а также возможность укреплять блоки так, чтобы их не смог сломать даже ваш пьяный отец. Но на этом сюрпризы не заканчиваются, ведь на еще более поздних стадиях паразиты начнут заражать биомы, и все вокруг вашего бункера, включая шахты и лужайку на поверхности, превратится в зараженную землю, на которой эти твари начнут спавниться в десятки раз интенсивней, из-за чего любой выход наружу из вашей базы с немалым шансом окончится вашей погибелью и дальнейшей ассимиляцией. Если, конечно, вы вообще сможете выйти из базы, ведь из законченного баланса паразитов с неплохим шансом они в наглую будут появляться прямо у вас дома, если у вас будет хотя бы один блок недостаточно освещен, хотя даже полное освещение не гарантирует, что они не будут спавниться. Все перечисленные факторы делают жизнь под землей весьма хуёвым выбором, а людей, которые так решили выживать, безумцами, которые решили устроить себе ад во плоти. Второй и самый трезвый вариант – это строиться в небесах, уподобившись высшим ангельским сущностям. Внизу будет твориться полный пиздец, но вы будете наблюдать сверху как настоящий Сигма, и ничто вам не помешает. Или же все же помешает? Ну что ж, например, вас заебет каждый раз подниматься по спиральной лестнице на высоту 150 плюс блоков. А если вы еще и умудритесь наебнуться вниз, это точно не скажется положительно на вашем ментальном состоянии, которое и так будет страдать из-за постоянных встреч с паразитами. Блять, камень! Максим! Макс! Максим! Уверен, вы люди не глупые, в отличие от меня и моего друга, вы можете поставить себе какой-нибудь мод на лифт. Но мы решили, что подниматься пешком 150 плюс блоков вверх – это более интересный подход к вопросу. Но спиральная лестница – это еще не все проблемы, которые мы с друзьями решили себе устроить. Поскольку нам хотелось создать атмосферу своего рода постапокалипсиса, мы решили, что будет разумно поставить мод на стихийные бедствия, по типу торнадо и вихрей. Нет, блядь, нет! Сука! Нет! Хотя и без мода на стихию HBM включает в себя падающие с неба метеориты, которые точно не придутся по вкусу небожителям. Также жизнь на небесах не гарантирует вам полное отсутствие паразитов, ибо при низком уровне освещения они все равно будут спавниться на вашей платформе, а также на поздних фазах эволюции паразитов появятся летающие твари, которым уже не составит труда прилететь в ваш дом и устроить вам осаду мессершмиттами. Но не волнуйтесь, ибо к моменту появления летающих тварей, по идее, вы уже будете в силах построить турели из HBM, которых будет достаточно, чтобы оформить вам солидную защиту базы от НЛО.
Собственно, подводя итоги, я считаю, что жизнь в небе это самый сбалансированный и приемлемый вариант, а большинство минусов этого варианта можно исправить. От метеоритов можно спастись, построив потолок над важными объектами на вашей базе. Подъем на платформу можно упростить при помощи мода на лифт или сообразить что-то другое. Спастись от торнадо можно банально закрывшись в герметичном помещении, а к моменту появления летающих паразитов вы успеете отстроить оборону. Но если все же не успеете, вы можете сбежать с базы, пока паразиты не подлетят слишком близко, и тогда платформа останется нетронутой. Третий и, наверное, самый скучный вариант, и одновременно с этим, возможно, самый эффективный, это побег в другое измерение. Проблема конкретно этого варианта заключается в выборе самого измерения, куда вы собираетесь бежать, и в частичной бессмысленности этого варианта для игры в целом. Например, вы можете сбежать в пекло, как сделал мой друг Макс, после очередного нервного срыва, связанного с разрушением его базы. Макс, тебе еще придется туннель делать где-то примерно 1000 блоков, потому что я сейчас строю, блядь, спасительный путь, куда я дом свой перенесу. Макс, она и тут горит, Максим, она горит. Какого хуя ты наделал? Я пытался дом спасти. Мой дом. Мой дорогой дом. Боже. Зачем ты лаву убираешь? Она нужна, чтобы оно внизу все горело. Пизду твою лаву. Ты шо? Ты мне нахуй дом, сука. Бля. Оно все мне, блядь. Ебать, оно его нельзя. Ты обрек меня на погибель. Какого хуя ты надел? Что, урожай поджег? Я не понял. Блядь! Что это за хуй? Он мне сломал мою печь, у меня дом горит, блядь. Но жизнь в пекле не самый удобный вариант, а особенно если вы играете с HBM. Ведь своими нововведениями HBM заполняет и без того опасное место кучей дерьма по типу ядовитых газов и других опасных для жизни аномалий, из-за которых 90% времени вы будете ходить и блевать кровью. Я был против решения своего друга, ведь я волновался за его здравие. Жизнь в аду точно бы не пошла ему на пользу. Поэтому я решил немного помочь ему в изменении приоритетов касательно места жительства. Что ты, блядь, наделал? Господи, все, я, блядь, на свой трон сяду. Блять, подожди, так и сиди нахуй. Блять, все, пизда. Это на всю жизнь запомню. Моя сральня! Моя сральня! Нет! Ладно, я тебе другой фокус покажу. Я тебе тоже потом покажу. Я уже молчу про то, что в других измерениях может попросту не быть нужных вам ресурсов для развития и выживания. Хотя для вас, возможно, это не будет проблемой, если вы будете использовать модовые измерения. Ведь, например, в том же Galactic Craft вы можете настраивать в конфиге мода нужные вам руды, чтобы они появлялись на планетах, где вы собираетесь жить. Но я все еще нахожу такой подход довольно скучным, ибо это почти то же самое, что создать другой мир, в котором попросту нету паразитов. Зачем вам ставить мод на паразитов, если вы даже не будете с ними контактировать? Но ради интереса вы все еще можете себе поставить какой-нибудь мод на условные полеты в космос, чтобы у вас была дополнительная цель для игры. Именно с такой целью мы поставили Advanced Rocketry. Правда, прилетев на Луну, мы были немного разочарованы ее пустоватостью и бессмысленностью в целом. Я уже жопу ебал.
Есть где-нибудь здесь земля отсюда? Напомни, что, в чем смысл Луны? Вот мы на Луну высадились, и что дальше лансатурокетры делать на Луне? Я без понятия. В смысле? Ну ты попросил на Луну, а больше я не смотрел. Я просил вообще космическую станцию. Но тут уже вам решать, как играть. Поэтому, если все же возьметесь играть с паразитами, продумывайте способ своего выживания заранее. Ну а мы переходим к следующей секции данного видеоматериала. Пусть это будет предупреждением всему сущему, что рискнет овладеть силой Армагеддона и 235-го изотопа. Сила, что сокрыта в HBM, ведет к могуществу, но также и к бесконечным крашам Майнкрафта и выпадению волос. Так пусть же убоится могущества каждый, ибо ждет каждого Блядь. Блядь, ну снова ты запись запорол, блядь, переснимать из-за тебя Да я хуесоса. не хочу этим заниматься, дядя, ну это какая-то херня. Будешь заниматься? Да пошел ты нахер, дядя, я не буду это делать, у меня голос болит. Не будешь? Дядя, нет, стой, нет! Итак, в этой секции видео я бы хотел немного рассказать про HBM в целом, чтобы у вас было представление о том, что вас ждет. Для начала я бы хотел отметить, что HBM на 1.12.2 это порт другим авторам официального HBM с версии 1.7.10. И если в случае с оригинальным HBM он обновлялся последний раз в июле, то в случае с HBM на 1.12.2 последний раз он обновлялся в апреле. При том, что на текущий момент в моде существует миллиард проблем и багов, которые могут не слабо испортить впечатление от игры. Как лично я понял, автор просто устал работать над переносом мода на 1.12.2, так как у версии 1.7.10 устаревшая кодовая база, из-за чего перенос мода представляет собой довольно тяжкое испытание. Поэтому, если вы являетесь супер-мега-айтишником, которому хочется помочь сделать HBM лучше, можете помочь с разработкой порта мода на гитхабе, но не гарантирую, что автор порта хотя бы обратит внимание на ваши pull-реквесты. Но несмотря даже на все прегрешения HBM, этому моду хочется прощать все, потому что это должно быть один из самых уникальных и огромных техномодов, которые я когда-либо играл. Он добавляет контента в игру практически на все случаи жизни, например, охуенные двери, кстати, взгляните. Боже, как же это охуенно. HBM это просто дохуища нового контента в виде блоков, оружия, брони, механик, структур и нихуйно анимированных механизмов. Играя в этот мод, ты реально ощущаешь, как сильно любит свое творение автор этого чуда. Особо тут бессмысленно продолжать разглагольствовать, поэтому пробуйте сыграть с этим модом сами, но в качестве дополнительного аргумента, помимо крутых дверей, я покажу вам это. Но все же будьте осведомлены, что вас ждет немало багов, вылетов и нервов. Ну, а на этом, как мне кажется, я рассказал уже все, что хотел. Поэтому я с вами прощаюсь. Падай вниз, дружок. Ладно. Я буду ждать. Во, все, я вижу. Я прям сейчас я прям упал в кратер, где... В центровину, да? Ой, слушай, тут фонит! Макс! Как на вкус радиация. Макс, Да. там все очень плохо. С тобой сдохли все твои... Чел, с моим лутом мы уже не вернемся, можешь про это забыть. Сейчас представляешь, ты случайно сдетонируешь, я тебя тут брошу, сам вылечу. Не, Максим! Фух.